Здравствуйте, мои хорошие, мои любимые, самые лучшие подписчики на моем канале. Только на моем канале. Сегодня я расскажу вам о вашей жизни. Вот обратите внимание на этот расклад. Он такой вот старенький, древненький, общий, описывающий вашу жизнь вот по всем сферам. Зачем он нужен? Вот затем именно, чтобы вы могли обратить внимание на какую-то ту сферу жизни, где у вас есть пробелы, и что-то исправить. Расклад всегда направлен на то, чтобы ответить человеку на какие-то жизненные вопросы и подкорректировать свою жизнь. То есть это не такое вот, что раз, и он ставит крест на вашей жизни, если ответил что-то плохо, да, в какой-то сфере. А вот если в какой-то сфере у вас плоховато, значит, это можно менять. Правильно? Ну и посмотрим даже советы, как это изменить. А почему бы и нет? Точно. И у нас с вами 3 позиции на классическом Таро Райдер Уэйта Смит, на котором я обычно вообще гадаю, индивидуальные расклады делаю и так далее. Видео всегда актуальный момент вашего просмотра, потому что это вообще в принципе о всей вашей жизни. И вы можете что-то изменить, пока не поздно. Пока я перемешиваю карты, я приглашаю вас и очень прошу подписаться на мой канал, поставить колокольчик, я вас не разочарую в будущем. И напишите после просмотра видео комментарий, поставьте лайк этому видео, поддержите канал, поддержите его, ведь его развитие очень важно для всех нас, для меня, для моей семьи, для друзей и для подписчиков соответственно. Итак, снимем 4 раза. Раз. 2, 3, 4. Посмотрим напутствие высших сил. Карта смерть. Вы знаете, смерть — это 13-й старший аркан Таро, который показывает надвигающееся что-то и абсолютно неизбежное, то, что нельзя предотвратить. Карта всегда говорит о том, что потом будет новое рождение жизни. Вот смотрите, здесь у нас восход солнца. На этой карте ясно показан аркан не только смерть, а еще иерофант, аркан луна. И вот там, где башни луны, да, всходит солнце, то есть темная ночь прошла. Да, здесь много чего есть интересного. И, конечно, это такой откровенный аркан. Он всегда говорит о том, что человек может возродиться, как птица Феникс. После своих бед и проблем может начать абсолютно новую жизнь в новом месте или поменяться кардинально. Что вы хотели бы изменить в себе? Ну, например, очень сильно похудеть или навести, там, не знаю, какую-то форму, да, фигуру. Может быть, вы хотели бы изменить цвет волос, даже глаз. Иногда люди, меняют ориентацию, выходят замуж, женятся, рожают 3 детей, меняют работу, специализацию, да и много чего еще. Вот что вы хотели бы поменять? Между прочим, скоро у вас будет именно такой шанс, но это неизбежный шанс. То есть это то, что вам по судьбе действительно. Хорошо. Давайте теперь будем вот здесь 3 наши карты выкладывать. Это кто вы? Кто пришел сюда на расклад? Ведь люди не находят просто так расклад в интернете, раз и все, да, нашли. Они это делают по каким-то кармическим причинам. Этот расклад попадается человеку для того, чтобы он что-то для себя понял. И именно определенной категории лиц, людей, языковой группе. И даже есть люди, которые возьмут и включат там английские титры или там на своем языке и посмотрят, почитают то, что я здесь скажу. У меня есть 3 прищепки. Так, давайте смотрите. Вот первая позиция. Вторая позиция. 3-я позиция. Рассказываем о вашей жизни. Пусть в общих чертах, но вы именно поймете, где у вас там что-то не так, где пробелы, что исправить. И надеюсь, что все выбрали. А те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. Вообще расклад лучше весь смотреть. Можно от своего лица, от лица любимого человека, от лица, может быть, там, не знаю, своего взрослого ребенка или еще кого-то. И все, я убираю последние 2 позиции в сторону.
И мы с вами смотрим первую позицию, нашу такую кошечку или котика. Love написано здесь, любовь. Так, вот сюда кладу. Первая карта, кто вы? Вышел аркан Луна. Ну, вы знаете, Луна. Луна — это очень многогранная карта. Она всегда показывает, с одной стороны, человека, который может бояться этой жизни, потому что много было психологических травм, проблем. С другой стороны, у него неординарные экстрасенсорные способности и большая такая интуиция, да? Давайте посмотрим, к чему это точно относится и к чему это точно не относится. Ну вот смотрите, карты здесь показывают, что это точно относится к рыцарю кубков и точно не относится к семерке кубков. Значит, заблуждения как такового у вас, наверное, все-таки нет. Вы не сомневаетесь, вы не стоите перед огромным выбором, вот, но вы человек такой вот, вот как будто бы очень эмоциональный, любящий жизнь, идущий по пути своего сердца, своей души. И, соответственно, все вы делаете в своей жизни только так, как вам вот раз и повелело сердце, да, сейчас. То есть вы можете быть довольно импульсивным человеком, порывистым, эмоциональным, слишком эмоциональным. И иногда реагировать на все, что сказано в вашу сторону, на все, что замечено, да, другими людьми. Соответственно, когда мы видим здесь и Луну, и рыцаря чаш, мы понимаем, насколько вы добры, насколько вы натуральны. И люди, скорее всего, которые общаются с вами, они этому иногда поражаются. Что вы можете быть очень наивны, очень просты, и в то же время, ну вот когда что-то происходит такое, да, вы среагируете мгновенно, вот как будто бы мгновенная реакция на что угодно. Вообще карта рыцарь кубков, карта Луна, они показывают действительно интуита, эмпата. То есть человек здесь не разумом живет, а чувствами, подсознанием. И да, это была сложная жизнь, много психологических травм в прошлом. Но вы как всегда были не от мира сего на самом деле. Вы всегда были такой вот или ночной житель, например, знаете, вот которые люди любят там мечтать по ночам, ночью бодрствуют. Или еще вот такой вариант, что у вас всегда были какие-то особенности. Ну, например, вы просыпались в 3 часа ночи каждую ночь. Или, может быть, вы всегда такой человек, который там пишет что-то, рисует, творческая личность. Или эзотерическая направленность. То есть ясно видите, ясно знаете, видите вещи сны. Вот какая-то такая у вас особенность, и сразу при рождении она дана и идет с вами через всю вашу жизнь. Вот аркан Луна через всю вашу жизнь идет с вами вот вместе в обнимку с рыцарем кубков. И вам нужно это помнить. Помнить о том, что эти арканы вас сопровождают. Это значит, что они ваши покровители. Вам нужно взять во внимание, что аркан Луна и рыцарь кубков — это ваши покровители, которые могут жить у вас в сумке, в кошельке, вот в обложке телефона. Они могут сопровождать вас в виде амулета на шее, в виде колечка. Сейчас колечки делают, браслетики делают с подвесками, футболки печатают, что только не делают. И вот вам нужно приобрести, скорее всего, какие-то талисманы с этими арканами, потому что это ваши покровители. Хорошо. Теперь смотрим дальше. Ух ты, у меня тут упало. Это у меня. Сейчас я уберу зарядник. Так, камеру заряжать надо. Давайте теперь посмотрим. Раз у нас личность определена. Вот за вашу жизнь, уровень вашего духовного развития. 4 пентаклей. К чему это точно относится? К 6 пентаклей. К чему это точно не относится? К королеве кубков. Карты здесь показывают, знаете, какой уровень развития духовного? Человек может, в принципе, общаться с Богом, познать искусство медитации. Но самое главное, что он познает вот в общении с Богом, с высшими силами, это то, что нужно быть добрым и помогать людям. Вот я считаю, это самое главное на самом деле. То есть вы вот зерно истины за свою жизнь познаете. Почему? Вы можете даже
помогать безвозмездно, можете обмениваться с людьми энергией. Это не важно. Важно то, что вы понимаете, насколько важна взаимосвязь, взаимопомощь друг с другом. Насколько важно иногда, да, погружаться в себя, общаться с Богом наедине, медитировать, расслабляться. И с другой стороны, насколько важно тут же взять и какой-то период своей жизни посвятить людям, помощи, там, не знаю, то ли приюту бездомных животных, может быть, то ли старикам, знаете, вот как престарелых там, да, допустим, или инвалиды, или еще что-то, или, может быть, нищие на улице, или медицинская работа, вот как медсестра, врач, ветеринар, может быть, это вот учитель, воспитатель в детском саду. Вот знаете, вот как будто бы человека профессия даже может быть посвящена повышению уровня его духовного развития. То есть это не говорит о том, что вы просветлеете, станете святым человеком, но вы можете очень много помогать, и вы знаете, что в этом Бог. Бог в помощи другим. Это важно. И Бог, когда ты можешь расслабиться, помедитировать, настроиться на высший разум, да, и успокоиться, и в твоей жизни все устаканится. То есть Он может выравнивать вашу жизнь, вот общение вообще само по себе с высшими силами может выравнивать вашу жизнь, и в то же время вы можете посвящать себя другим. Вот в этом суть вашего духовного развития за вашу жизнь. Теперь смотрим уровень вашего материального достатка за вашу жизнь. То есть, если тут что-то плохо, вы сможете всегда это подкорректировать. Уровень вашего материального достатка. Девятка пентаклей. К чему это точно относится? К пажу мечей. К чему это точно не относится? К суду. Вы знаете, карты здесь не показывают какого-то падения вниз и возрождения. Суд — это то, к чему это не относится. То есть такого не будет, чтобы вы падали и поднимались. Вот понимаете, нет такого. Здесь скорее человек может заработать хорошее благосостояние с помощью либо обретенной какой-то работы, профессии, либо внезапно обретенного для себя все-таки какого-то творчества, ниши, которая была, допустим, вашим хобби или еще что-то, развивать. И вот как бы вот по такой траектории, да, взять и достигнуть какой-то вершины, допустим, с меньшего благосостояния к большему. Но нет такого, чтобы были скачкообразные вот такие вещи. Нет. Такого графика в вашей жизни по материальному достатку нет и не будет. Понимаете, вы, по сути, изначально можете быть человеком с какой-то профессией, работой, стабильностью, все-таки, хоть какой-то минимальной. Вы не игрок, не тот, кто может все профукать, а потом обратно наращивать. И не бизнесмен, не бизнесвумен, ну, в таком смысле, вот в каком, я имею в виду, что есть рисковые такие, знаете. Но вы можете вести бизнес, если это является какой-то вот работой, особенно связанной с людьми, с услугами, с продажами. Это для вас вполне нормально, там, с салонами красоты, еще что-то, да? Или там с медицинскими услугами. То есть сам факт. Вы можете либо работать, либо вести свой бизнес, да, такой простой, но достигнуть хорошего уровня, высокого уровня материального достатка. То есть вам положена хорошая наработанная денежная карма. Если вы сейчас еще не богатый, не состоятельный, вы будете. Просто нужно продолжать работать и развиваться. Понимаете? Когда-то вы дойдете, как говорится, тяма дойдет до того, что все-таки нарастить свой потенциал, да, вот в какой-то работе, профессии, хобби, там, я не знаю, и сильно увеличить уровень своего благосостояния. Вам по судьбе быть богатым человеком. Вот как по судьбе здесь, да, духовное развитие именно в плане медитации и помощи людям, также здесь, да, уровень вашего достатка должен стать высокий. То есть вот так. Но человек вы действительно с какими-то все-таки неординарными способностями по Луне. Хорошо, давайте посмотрим теперь вашу карьеру. Вот как будет развиваться или уже развилась там, да? То есть что-то вот самое значимое в вашей карьере за жизнь. И, конечно, если там будет что-то плохо, вы можете это исправить. Карьера. Рыцарь Пентаклей. Вот видите, к чему это точно относится? К суду. Ой, к правосудию, извиняюсь. К чему это точно не относится? К пятерке жезлов. Вот видите, ваша карьера в жизни развивается, опять же, в горку. И вы можете занять довольно высокое положение по справедливости. Рыцарь Пентаклей говорит всегда:
о честности, о наработках. Действительно, человек трудолюбивый, он работает, он развивается, он хороший специалист. И это не говорит о том, что вы будете с кем-то ругаться, сражаться, конкурировать, понимаете? Никакие грязные методы вы не сможете использовать, и никаких постоянных соревнований у вас в жизни не будет. У вас именно идет просто вот такой момент, что человек хорошего места в своей карьере за жизнь может достичь. В карьере или в творчестве, еще раз повторю, да, в карьере или в творчестве. Так получается. И он это делает, вот как у него вот это наработанное, вот заслуженное, вот что ли. Может, ваши предки этим же занимались, да, там уже профессия годами там наработанная. Может, вы просто много лет одним и тем же можете заниматься. Ну, вот просто ваш рост, да, до начальника, может быть, или до хозяина, вот еще раз говорю, бизнеса. Но это все только честно. Только честная работа, заработок, никаких афер, никаких авантюр, понимаете? Вы, опять же, карты показали, не лжец, не игрок, не авантюрист, не какой-то там Илон Маск, не кто-то такой, там, не ученый, да. Вот ничего такого, а просто профессия, она развивается. Мне кажется, это такой вот средний уровень человека, который за жизнь должен дойти куда-то по карьере вверх. И этот человек достигает высокого уровня материального благосостояния, занимаясь чем-то. Ну, не знаю, может быть, вы хирург, а потом вы там главврач, да? Может быть, вы там учитель, потом директор школы. Может быть, вы продавец, потом начальник, там, директор магазина или там заведующий. То есть, может, вы там рядовой полицейский, потом начальник полиции. Хорошо, теперь смотрим вашу личную жизнь. Ваша личная жизнь. Жрица. К чему это точно относится? К четверке кубков. К чему это точно не относится? К восьмерке пентаклей. Карты показывают, простите, но какую-то слишком большую тишину в личной жизни. Первое, что может быть, это одиночество и игнорирование любых возможностей создать пару. Это ваш минус. То есть есть вот у вас очевидные плюсы, да, в категориях. Личная жизнь явилась минусом. По жрице вы можете, ну, например, столкнуться с магией, с черной магией. Кто-то на вас, допустим, что-то сделал, и личная жизнь раз и заглохла. И вы ее игнорируете, все, она не развивается, да? Или можете столкнуться с соперничеством, и опять же соперница что-то сделала, и ваша личная жизнь заглохла. Либо вы можете по жрице изначально выбирать жить без пары и не замечать возможности как-то создавать пару. Вообще жрица очень такая одинокая карта бывает, но она бывает и очень парная карта, потому что это второй старший аркан, второй. И есть вот эти два столба, черные и белые. Две противоположности могут вот в жизни встретиться, объединиться, дополнять друг друга и быть идеальной парой. Но тогда в вашей личной жизни годами будет одна и та же ситуация, которая, ну, может в итоге наскучить. Это не говорит, видите, к чему это не относится? К постоянной работе в личной жизни и серьезным отношениям. Ковать свое счастье. Нет, это не к этому относится. Это относится к игнорированию именно. К тому, что как будто бы человек перестает для вас существовать, он отсутствует. Это такая, может быть, слишком бытовая ситуация. Совет. Вот теперь нужен совет, да? Раз у нас уже есть такая нехорошая какая-то или странная ситуация в личной жизни, мистическая, может быть, ну тогда совет, как это исправить, потому что вы гадаете, вы увидели ответ какой-то от карт, и вы можете это исправить. Понимаете? Это же не просто так попадается. Карты вам на что-то указывают, что вы могли это подкорректировать. Как это исправить? Карта умеренность. Вам нужно научиться терпеть и смиряться. Вот знаете, многие люди сейчас забунтуют и начнут в комментариях писать: я не хочу ни с чем смиряться, я не хочу ничего терпеть, я не хочу там мириться с чужими недостатками, принимать кого-то тотально и быть ангелом для кого-то. Я не хочу. А это как раз вот то, что вас бесит, это то, что вам и нужно. То есть вам высшие силы дают урок в жизни, что научиться мириться с чужими недостатками, научиться мириться с тем, какой человек может быть, потому что мы все не идеальные,
Мы действительно разные. И вам нужно понять, что вот этот человек вышел из определенной семьи, или там, может, даже если у вас несколько за жизнь там партнеров, да, человек выходит любой из какой-то семьи, там были одни привычки, у вас в семье другие привычки. Вы не можете его так быстро переделать, и вам приходится мириться с его недостатками, что-то терпеть. Если вы ничего терпеть не хотите, никакой личной жизни здесь нет. Если вы миритесь, терпите, для кого-то становитесь добрым человеком, ангелом-хранителем, оберегом, тогда у вас, конечно же, могут быть отношения. Многие люди, как сегодня мой муж описывал, как перышки, да? Ты пытаешься взять перышко в воздухе, оно хоть от тебя улетает. Вот они вроде как хотят, типа, развивать личную жизнь, но как перышко улетает из рук. То есть отворачивается на самом деле подсознательно, вовсе не хочет ничего развивать, одному удобней. Вот здесь мне интересны ваши комментарии, как сейчас развивается ваша личная жизнь, что там происходит, вот, потому что здесь прям вот как будто терпение, еще раз терпение, чтобы вообще что-то было. Или простить кого-то, знаете, чтобы вот все-таки развивались отношения. Интересно. И самое значимое событие в вашей жизни, давайте посмотрим. Паж жезлов. К чему это точно относится? К силе. К чему это точно не относится? К влюбленным. Ну, смотрите, что сказали карты здесь. Это может быть очень важное знакомство в жизни или рождение ребенка. Вот если это рождение ребенка, это самое значимое событие в вашей жизни, это то, может быть, чему вы себя можете посвятить, или ну, что является вашим главным проектом, а дети это наши, ну как сказать, наш главный проект, да? Куда мы вкладываем силы, средства, годы, и который должен, по сути, в итоге принести какие-то плоды и работать. И сила говорит о приручении, о том, что рождение ребенка — это самое значимое событие, а потом идет его приручение. То есть с ним нужно еще как-то совладать, смириться, жить, воспитывать, ну вот приручить. И к чему это точно не относится? Ни к какому выбору это не относится. Вам не приходится выбирать. Вам нужен ребенок и все. Это не оговаривается, да? Или не относится это к личным отношениям никаким образом. Потому что, ну, одно дело брак, личные отношения, другое дело наши дети. Это новые люди. Они могут быть плодом любви, да? Но они не могут быть связаны, на самом деле, с нашими какими-то прям личными отношениями. Если ребенок уже есть в вашей жизни, то личная ваша жизнь никак не может влиять на то, как вы к нему относитесь, вы все равно будете его любить. И вот паж жезлов — это может быть вот это значимое событие, что у вас появляется в жизни ребенок, ваш самый главный проект. Но также это может быть любое ваше детище, любое ваше начинание, или просто вот очень важное, жизненно важное знакомство, которое всю вашу жизнь переворачивает. Также паж жезлов — это может быть очень важное, значимое событие, новое обучение, но я у вас по старым картам этого не увидела. Хотя, если вы вдруг берете и в какой-то период жизни переучиваетесь, да, и познаете что-то, а потом в этом уже идете вверх по карьере, там зарабатываете или там по бизнесу, ну тогда да. Ну вот такой ответ по первой позиции. Дали карты. Обязательно пишите ваше мнение. Это очень важно для меня. Я начинаю тут сейчас прибирать, убирать, потому что мне нужно вот все правильно сделать здесь. Вот, сложить. И я иду дальше. Теперь вторая позиция. Я все карты опять смешала. Вторая позиция. Мы опять рассказываем про жизнь человека, про его какие-то взлеты, падения, достижения. И вам нужно обратить внимание вот как раз-таки на ту сферу, которая кажется вам со знаком минус, да, чтобы можно было ее исправить. Кошечка у нас тут по второй позиции белая, тоже кого-то любит. Вот. И давайте мы посмотрим. Первая карта — это кто вы, кто пришел ко мне на расклад. Карта мир.
Но мир — это такой вот прям человек, который в жизни достигает чего-то, но потом его цикл жизни меняется, и ему нужно ставить новые цели и достигать еще чего-то, да. То есть он проходит круг, цикл своей жизни, делает выводы, идет выше, опять проходит круг, цикл своей жизни, делает выводы, победа у него, да, там достижения, и идет еще выше. То есть вы тот, кто очень сильно развивается за жизнь, да, и выполняет все кармические задачи. К чему это точно относится, к чему это точно не относится. Карты здесь показывают короля Пентаклей и королеву жезлов. Вот смотрите. И к чему это точно относится? Да? Кто такой король Пентаклей? Это человек, занимающий трон, соответственно, хозяйственник, хороший бизнесмен или просто хозяин, начальник. Человек также может быть главой семьи. Для этого человека важна семья, важен тот коллектив, в котором он живет, работает. Он отвечает за кого-то, и это тоже для него имеет первостепенное значение. Представим, что вы глава государства, глава фирмы, глава, там, как начальник, да, какого-то заведения, там, не знаю, учебного или учреждения бюджетного, или там внебюджетного. Там, может быть, вы там, руководитель отдела, да, или главврач, или еще кто-то там, зав. Отделением. То есть, получается, вам нужно вести какое-то хозяйство. И это может быть как? Ну, глава семьи в каком плане? Что вы самый главный член семьи, предводитель этой семьи. Вы выполняете за жизнь мужские функции. Мужские. Даже если вы женщина, тут точно написано, да, сказано картами, что не женщина, не женские функции выполняешь, мужские. Даже если ты женщина, не к женщине ты относишься, да. То есть карта-то, она именно и показывает, король Пентаклей, что такой человек бесплатно делать ничего не будет, он такой прагматик, он такой материалист. И, конечно, добивается самого высокого ранга, вершины в жизни, то есть богатства, процветания. Это богатый человек. Королева жезлов может не быть очень богатой. А вот король Пентаклей — это как раз тот, кто является воротилой бумажных денег вот, и различных благ. Поэтому, да, вы можете быть там, не знаю, хозяйкой кафе, ресторана там, или большого дома, где вы управляетесь, понимаете? Если вы женщина. Но если вы мужчина, тут вообще все понятно. Вы глава семьи, глава клана, глава фирмы, там глава, не знаю, вплоть до страны, там глава города, мэр там или еще что-то. То есть вы большой человек. И карта мира, она сразу об этом говорила. То есть человек, который многого в жизни добивается, выполняет все свои кармические задачи, ради которых пришел на этот свет, пришла его душа, да. Он все отрабатывает и идет дальше. И он понимает, что к чему. То есть это высокодуховно и физически, и морально развитый человек. И материально, соответственно, тоже, да. Так, ну, значит, вы большой человек. Шишка у нас, да? Шишка. Я шучу, я не хочу вас обидеть ничем. Это просто иногда я отпускаю какие-то шутки, чтобы разрядить обстановку, чтобы вы не начинали что-то там кумекать, там, переживать о чем-то. Вот, а не то, что я хочу вас там взять и оскорбить, например. Нет, конечно, обидеть никого не хочу. Давайте посмотрим теперь вот за жизнь, уровень вашего духовного развития. Что там? Восьмерка пентаклей. К чему это точно относится? Четверка мечей. К чему это точно не относится? К тузу пентаклей. Ну вот вы такая, знаете, рабочая лошадка. Ну вот есть такие люди. Человек по этим картам, он всю жизнь работает и считает, все зависит от него. Все в его руках. Вся реальность сосредоточена в его руках. Да, от Бога много чего зависит. Но почему-то вы считаете, то ли не все, а именно вы должны делать. То ли вы как-то вот имеете с Богом какие-то свои особенные отношения. Ну, то есть, Боже, дай там мне, не знаю, там, силы здоровья, остальное все сделаю сам. Кстати, я так часто говорю, что, Господи, дай только мне здоровье, Боже мой. Дай мне этих сил, я все сама остальное сделаю. И это является ошибкой. Я это недавно поняла. И начала Богу передавать все свои заботы и дела.
Вот честно, это работает. Объясню. Вы даже как-то... Вот почему это к этому точно не относится. Вы не хотели бы, чтобы Бог вам все предоставил. Вы готовы делать это только вручную. Вы чувствуете свои потенциалы, вы действительно большой человек, и считаете, на халяву я ничего не буду брать. То есть то, что мне подарит Бог, да ну, мне главное, чтобы у меня просто были силы, а я остальное сделаю руками, понимаете? Я хороший там человек, профессионал, я старатель там, да. Но ведь иногда за свою жизнь вы, наверное, останавливаетесь и кричите: Господи, да сколько можно мне трудиться? Я устаю, я мучаюсь. Не всегда ведь деньги валом идут. Ну, конечно, у вас хорошие денежные каналы. Я тут не спорю, но еще уровень вашего финансового достатка мы будем смотреть. Однако, вы взваливаете на себя огромное количество всего. И считаете, что отвечать за это вы можете только. Потому что человек самостоятельная единица. Он не должен у кого-то просить помощи, он не должен от кого-то зависеть, он должен все делать сам. Особенно для женщины, знаете, это, честно скажу, не очень хорошо. Почему? Потому что нет у вас женской энергии. Какая женская энергия, если вы не передаете никому заботу о себе? Ну, даже Богу не можете передать. Вы передаете Богу заботу, там, допустим, о вашем энергосостоянии и здоровье. Потому что вы не можете самостоятельно руками пока с этим, допустим, справиться. Некоторые еще и скажут по второй позиции: и с этим могу справиться, и этого не попрошу. И 4 мечей, она говорит именно о том, что вы можете, вот к чему это точно относится, прийти к Богу на исповедь, каяться за любые свои проступки. Вы можете обретать искусство как випассаны, это такая медитация, когда человек лежит в позе трупа, да, или просто с помощью молчания, медитации, вот просто, да, когда человек замирает, там, расслабляется, может выходить в астрал или еще что-то. Все равно у вас это есть. Но вы не берете то, что у вас предоставлено Богом, любые ресурсы. Хотя вы можете их брать. А знаете почему? Я знаю, почему вы боитесь брать у Бога все то, что Он вам подарит. То, что Он даст вам просто на блюдечке там, или еще как-то, предоставленный пентакль на руке, да? Вы это не берете, знаете почему? Потому что вам когда-то родители или бабушки, дедушки или кто-то в прошлом сказали: слушай, я тебе ничего не дам, не подарю, не дам тебе денег, иди отсюда. Делай сам все самостоятельно, и вообще в жизни человек всего должен добиваться только сам. На блюдечке с золотой каемочкой тебе никто ничего не предоставит. Эта программа у вас сидит очень закоренела. И да, вы действительно, вы рвете и мечете, вы настоящий отличник, победитель по жизни. Настоящий бизнесмен, бизнесвумен, там, я не знаю, хозяин, там, работник, там, супер вообще. Супермен, супервумен. Понимаете? Просто потому, что вам когда-то сказали: слушай, ну всего человек должен добиваться сам. Вот вы пришли к своему отцу или к своей матери и сказали: дай мне денег. Тебе денег? Ишь, чего ты хочешь? Иди и заработай для начала. И, скорее всего, вы пребывали в каких-то жизненных трудностях, когда уже, не знаю, там, знаете, как в фильме, стоишь на коленях под ливнем и орешь так. Ну, вот, мне кажется, вот что-то такое у вас в любом случае много раз было. Хорошо, давайте посмотрим как раз-таки уровень за жизнь вашего финансового благосостояния. Уровень вашего финансового благосостояния. Маг. Ну, так я даже не сомневалась. Честно, здесь такая история, как бы. К чему это точно относится? К шуту. К чему это точно не относится? К 8 жезлов. Нет у вас такого, что поспешишь, людей насмешишь, да? Нет у вас такого, чтобы вы импульсивно действовали в бизнесе и в работе. Но рисковать как настоящий бизнесмен вы умеете. Прошлая позиция показывала хорошего работника и специалиста. Эта позиция показывает мага. Человека, который может распоряжаться силой 4 стихий и может абсолютно все. Конечно, вас же так и воспитали. Делай все самостоятельно, мы тебе ничего не дадим. И вам приходилось всю жизнь вашу быть конкурентоспособным человеком и выживать. В кого вы превратились в итоге? В мага. Ну а в кого еще вы могли превратиться? В старший аркан вы могли превратиться, прям-таки номер 1. И еще его снабдили нулевым шутом. Ну шут — это ведь не просто так персонаж себе, да?
Это тот, кто умеет кинуться в омут с головой, начать новую тропу, дело, бизнес, дорогу. Тот, кто может отправиться в любое приключение, переезжать с места на место, например, ну, в своих целях, да? Рисковать именно так, менять свою жизнь в корне и не жалеть о прошлом. Вы можете не жалеть о прошлом, можете начинать все с нуля, вы можете похоронить все то, что вы наработали, и начать заново. И для вас это не проблема. Для вас самая большая проблема — это зависеть от кого-то. Причем научиться бы, если вы женщина, просить помощи, вот это прям очень сложно. Для вас очень большая проблема — это когда нужно выполнять какие-то как раз-таки женские обязанности, например, по хозяйству. А вот в мире бизнеса, финансов вы как рыба в воде, понимаете? У вас есть такой дар, талант зарабатывать деньги. И вы можете рисковать деньгами, вы можете делать очень крутые развороты и повороты, но это приносит вам только еще большие деньги. Понимаете? Хорошо, давайте теперь посмотрим вашу карьеру за жизнь. Что скажут карты про карьеру? Карьера. В том числе и бизнес, конечно, в этом же сюда, да? Луна. К чему это точно относится? К двойке кубков. К чему это точно не относится? К пажу кубков. Вот видите, никакой наивности и никаких постоянных начинаний, да? Луна показывает человека, который может быть занят очень нестандартным делом. Ну, не знаю, например, эзотерикой, психологией, врачеванием, косметологией, какими-нибудь там, ну, средствами красоты, торговлей, чем-то связанным тоже с этим. Ночная дорога, ночной путь, лунная энергия, мистическая ситуация в мире там, бизнеса и работы. Луна, она показывает вот такой интересный путь, полный опасностей и страхов. Но вы все равно по нему идете. Темная дороженька, да, освещенная луной. Но вы все равно идете. Вот, да, это может быть что-то совершенно необычное. И у каждого из вас, кто смотрит вторую позицию, это проиграется по-своему. Кстати, Луна очень связана даже с искусством, с творчеством и с той сферой, где люди, там, не знаю, фотомодели, актрисы, певцы и тому подобное. Это тоже пахота, и еще какая. И человек здесь, он тоже может жить, знаете, и рискуя, и понимая, насколько это такая же работа, бизнес. И двойка кубков показывает, что вы себя в этой Луне невероятно гармонично ощущаете. Но у вас здесь должно создаться партнерство, проходящее потом через всю вашу жизнь. И это партнерство и есть то, что дает благосостояние, что дает вот это распоряжение своей жизнью по своему усмотрению и своими финансами, и своей вот этой вот, ну как подъемом, да, до вершины в карьере, в работе, в бизнесе. Карты, да, показывают здесь все нестандартное, нестандартные решения, оригинальные всякие штуки, новые идеи, да, пусть будут инновации, может быть, даже, или что-то, ну вот вообще, то, что люди считают из ряда вон выходящим. Но при этом, да, вы обретаете партнерство, может быть, любовь и работа даже пересекутся или пересекаются. И, конечно, это для вас работа в удовольствие, но это никак не связано с пажом кубков, который является наивным учеником. Уж вы-то прожженная рыба будете в этом плане, даже если не сейчас. Что у вас в личной жизни? Что скажут карты про вашу личную жизнь? Ну, это через всю жизнь. О, пятерка кубков. К чему это точно относится? Королю мечей. К чему это точно не относится? К суду. Это не относится к каким-то расставаниям, потерям и возвратам. Это относится к человеку. Через всю свою жизнь вы несете разочарование в каком-то мужчине. Это может быть ваш отец, первая любовь, один из мужей, или для мужчины здесь, скорее всего,
влияние какого-то мужчины вот с тоталитарным контролем, с давящей энергетикой на его личную жизнь. И вот разочарование в личной жизни цепляется за этого человека. А для женщины это разочарование в каком-то мужчине, которое проходит через всю ее жизнь, влияет на ее личную жизнь. И ничего она с этим сделать не может. Понимаете? Она не может избавиться от него. Вот смотрите, карты здесь показывают, что вы вполне себе можете даже всю жизнь жить с этим человеком, но много раз разочаровываться, входить в отчаяние, печалиться, однако не расставаться. Если же у вас травма по линии отца, то вы всегда будете искать кого-то, вот, допустим, мужа для женщины, да, который похож на ее отца, чтобы отработать все то, что с ним связано. А для мужчины он будет пытаться выполнять роль отца или искать женщину, похожую на мать. И получается, что когда находит, все равно не становится каким-то счастливым-то. А все время отрабатывает, да, отрабатывает. Хотя может и любить очень сильно, но не расставаться. О расставаниях тут речи не идет. Это именно какие-то долгоиграющие отношения с одним человеком через всю жизнь. И если вы их еще не обрели, вы их обязательно обретете. Но этот человек не будет, вы его будете очень любить, но он не будет вас радовать, а будет часто огорчать. Понимаете? Как с этим справиться? Как это изменить? Тройка мечей. Вам нужно избавиться от вашей психологической травмы. Она у вас уже есть. Давайте с этого начнем. То есть вы можете находить друг на друга похожих мужчин, допустим, начиная с вашей первой любви, или с вашего отца, или с вашего брата, кто вас разочаровал. И находить всегда похожих, да? А пока вы не проработаете эту психологическую травму, вы так и будете вариться в этом компоте. Нужно избавиться от обиды. Дальше, значит, если вы мужчина, вам нужно избавиться от обиды на свой мужской род, на отца или на какого-то мужчину, кто обидел вас в далеком прошлом. Чтобы не выполнять его роль, не дублировать его роль, не быть домашним тираном, холодным, закрытым человеком, который обижает женщин. Зачем вы будете обижать женщин? Согласитесь? Когда обижаешь, ничего хорошего из этого не выходит, правильно же? Конечно, это такая личная жизнь принесет только разочарование. Поэтому вам избавиться от психологической травмы, личная жизнь станет совершенно другой, наладится, и вы будете, очень любимы, и сами любите, и будете счастливы. Давайте посмотрим самое значимое событие в вашей жизни. Какое? Десятка жезлов. К чему это точно относится? Тузу мечей. К чему это точно не относится? Девятки жезлов. Вы знаете, карты здесь показывают, вот десятка жезлов, да, это человек, который несет 10 жезлов из последних сил, ему нужно дотянуть их до дома. Он устал, он измучен, он их где-то нашел, он их отпустить не хочет, и он их прет домой. Для вас это очень важно. Вот допереть эти 10 жезлов. И вы будете очень строго к себе относиться, но дойдете до конца. Начать какие-то дела или дело и довести его до ума до конца. Как говорится, пройти все трудности, но быть вот таким вот как очень ярким, жизнеспособным, конкурентоспособным человеком и все это преодолеть. Причем к девятке жезлов, вот прям стоять из последних сил, это не относится. Понимаете? Опять же, да, это относится именно к вашему жизненному творческому запалу и в том, что у вас хватит на это сил довести эти дела до конца и действительно стать там успешным человеком, там, не знаю, богатым, там, семьянином или еще кем-то. Вот понимаете, десятка жезлов говорит о трудностях, это правда. Но эти трудности вам по плечу. И это ваша идея их взять, и это ваша идея их донести. И вы донесете это. Будет самое значимое событие в вашей жизни. Когда вы доводите начатые дела до конца. Это очень-очень важно. И таких людей, вот такого человека, очень редко встретишь, кто взял бы и доводил дела до конца. Обычно все начинают и бросают, понимаете? А вы нет. И это дорогого стоит, я вам скажу. Ну вот такая вот у нас вторая позиция.
А мы идем с вами дальше. Обратно убираю в колоду все карты, да. И третья позиция у нас. Третья позиция. Такая вот. Такой кошечка или котик. Ну, на котика, кстати, больше, да, похож. С бантиком. Такой хорошенький. Итак, теперь, значит, кто вы? Кто вы? Вам нужно обратить внимание на этот расклад, как я уже писала. Кто вы? Вы королева мечей. Ну, королева мечей – это такой многогранный персонаж, потому что, с одной стороны, человек может самодисциплинироваться, да, то есть быть кем-то, кто берет себя в жизни в руки, требует от себя что-то, от окружающих что-то, но вот то, что от себя требует, старается всегда выполнять. Такой обязательный человек, да. С другой стороны, такой человек имеет творческую направленность, обладает очень тонким вкусом, очень сильной железной логикой, ясным умом, твердой памятью, да, как говорят. Так, к чему это точно относится? К шестерке кубков. К чему это точно не относится? К умеренности. Сказать, что вы еще и персонаж, умеющий терпеть, мы здесь не можем, да? Потому что умеренность – это то, к чему это не относится. Поэтому вы не ангелок, вы не терпила, или вы не человек, который является для всех добрым самаритянином. Вы, скорее всего, человек с характером. С очень твердым, железным, абсолютно непримиримым характером. Тот, кто в жизни или добился уже чего-то, или добиваться будет, но дойдет до конца с помощью самодисциплины, и до вершины, и до трона, и до всего хорошего. И вы точно знаете, кто вы, для чего вы, какие у вас цели в жизни. И, соответственно, если вам кто-то что-то пытается продиктовать, вы ни за что не согласитесь на то, что вам продиктовано. То есть у вас только своя воля. Вы стараетесь быть честным человеком. А по шестерке кубков ко многим вы являетесь очень милосердным человеком. Но если вас заставят терпеть, вы этого терпеть не будете. Вы только это делаете по своей воле. То есть вы можете помогать людям, вы можете к ним быть очень добры, вы можете быть даже очень щедры, но только если вы сами этого захотели. И ни за что, если вам это попытались внедрить, сказать, заставить. Это сразу же вызовет у вас ужасное отрицание. Вообще королева мечей – это на самом деле женщина с некой мужской энергетикой, чуть-чуть. Объясню почему. Она может быть очень женственной, очень приятной, умной, проницательной, с острым взглядом. Она может одеваться просто вот с иголочки, и любить очень хорошие вещи, выглядеть элитно, красиво. Но при этом внутри, вот у нее как будто бы всегда срабатывает какой-то щелчок, и она считает себя в чем-то мужчиной. Она считает, что она должна быть лидером. Ты делаешь все неправильно, говорит она мужчине. Да, я сделаю за тебя. Такая женщина может часто оставаться в одиночестве из-за этого. Хорошо, давайте теперь мы дальше рассмотрим вашу личную жизнь, не переживайте. Если вы мужчина, у вас очень много в характере женского, но в то же время скрупулезного, да? Я вот про мужчин, вот у нас прям претензии идут на канале. Вы что, все для женщин читаете? Нет, но вы же можете мужчины переворачивать для себя, потому что 85% аудитории это женщины. Но однако я скажу, если вы мужчина, у вас точно такой характер, который я рассказывала, но у вас много женской энергии, и вы можете любить в доме идеальный порядок. Вы можете и прибирать, и готовить, и стирать, лишь бы только был порядок. Выполнять женские функции, но в то же время и мужские, понимаете, одновременно. Вы и руководить можете, и навести вокруг себя порядок, лишь бы только не жить в бардаке. То есть вы мужчина-педант. И, конечно, вы педант с хорошим вкусом, вы человек, который желает вокруг себя идеальности какой-то, да, идеализма, порядка. И, соответственно, вы еще и правду матку можете в лицо говорить и очень острые вещи какие-то отпускать в адрес других. И, естественно, вы очень проницательны, всех видите насквозь. В чем-то вы как будто бы строгий учитель для других, да? И, конечно, тогда вам сложно строить отношения с женщинами. Сложновато. Им сложновато, скорее, наверное, даже с вами. Хорошо, давайте теперь посмотрим. Уровень вашего духовного развития за жизнь. Семерка мечей. К
чему это точно относится? К магу. К чему точно не относится? К двойке мечей. Нет, вы нисколько не закрыты от Бога. Вы как раз-таки с Богом на одной волне. Можете достигать высокого уровня духовного развития. Но вот о своей вере, о своих духовных устремлениях, о своих каких-то духовных чаяниях, о своей любви к Богу, скорее всего, вы никому не будете рассказывать. Это только мое дело, поставить ли свечку в церкви. Это только мое дело, кому я молюсь и какая у меня вера. Это только мое дело, как я себя буду вести и так далее. То есть это только мое дело. Во всем это только мое дело. И вот вы знаете, вы как будто бы молитесь, но наедине с собой. Вы не демонстрируете другим людям, как вам и что, как вам разговаривать с Богом, да, как вам, в кого вам верить, какому святому, может быть, поклоняться. То есть вы это все делаете тайно. У вас тайная молитва, тайна свечи за здравие, если вы там христианин, да, или там, может быть, тайно вы поедете в буддийский храм, или еще что-то. То есть вот, понимаете, вот, у вас вот такая жизнь, что вы скрываете свои верования, вы скрываете свое общение с Богом, и получается, что вы, вот тот, кто вы есть, да, и ни за что вы не будете демонстрировать свое духовное развитие кому-то. Это только для вас. Это только ваше собственное все, да. То есть это вот интимное для вас. Но вы можете достигать очень высокого уровня духовного развития для себя. Вы можете, буквально за жизнь, не знаю, святости достигнуть, прозреть на самом деле. То есть у вас вот этот момент есть, что вы человек, который может прям достигать очень сильного единения с Богом. Ваша 7-я чакра, она может прочиститься и работать очень хорошо. То есть, мол, помолились, как-то настроились, да, и даже дела идут как по маслу. Или можете даже однажды взять и в старости отречься от всего, понимаете? Но это будет только ваше решение, никто на это не может надавить, и это будет тайное решение. Даже отшельничество, если вы выберете, оно будет тайное. Хорошо, давайте посмотрим теперь ваш уровень материального развития. То есть первое – это ваши финансы, а потом будем смотреть карьеру, да? Так, 8 кубков. К чему это точно относится? К 10 мечей. К чему это точно не относится? К 3 кубков. Смотрите, что здесь показывают карты. Вы можете бросить все и начать заново. Вот у вас в жизни может быть такое. Почему? Кто такая 8 кубков? Это человек, который вроде как, не знаю, имеет занятость, работу, профессию. Он всем доволен в жизни, у него есть там, не знаю, доход, да? Но с другой стороны, он чувствует себя всегда не в своей тарелке. Мол, я не нашел себя, вот не нашел то, что действительно мне по душе. То, что мое. Я этого не нашел. И получается так, вот по 8 кубков, что вы идете на эти поиски, можете все бросить. Все бросить и начать совершеннейше с нуля. Понимаете? Вот совершенно с нуля. Получается, смотрите, 10 мечей, она не показывает здесь ваш финансовый крах, например, или разорение. Она показывает просто, что вы достигаете финиша в какой-то работе, профессии, занятости, деятельности, а потом идете куда-то дальше. 3 кубков говорит о том, к чему это точно не относится, что вы не можете проиграть ваши деньги, профестивалить, пропить. Этого у вас не будет. То есть вы заканчиваете просто одну деятельность и с нуля прям начинаете другую деятельность. Вот воистину это по силе только королеве мечей. Это правда. Потому что это очень способный человек, самодисциплинированный, да, и который может вот поднять все с нуля. Но это уже нужно все изучить с нуля. И это большая сила воли, характер. Вот в этом у вас, конечно, здесь суть, что 10 мечей показывает, вы можете прям взять и поставить крест на какой-то своей работе, карьере, занятости, все изучить, вот прям дисциплинированно, и опять на этом заработать большие деньги. Теперь посмотрим как раз-таки вашу карьеру, бизнес за жизнь. Колесо. Видите? Вот о чем я говорила, да? Кардинальные перемены. К чему это точно относится? К рыцарю жезлов. К чему это точно не относится? К королю пентаклей. Вот карты здесь и говорят,
что вы можете даже кардинально переехать в другую страну, например, или в другой регион, город, в связи со сменой вашей деятельности. Действительно, жизненный переворот показывает колесо фортуны, но вместе с тем везение, удачу. То есть рыцарь жезлов, он говорит о том, что человек идет куда-то, спешит, едет, он подвижен, он идет по пути своего сердца и добивается чего-то. Он импульсивен, он жаждет, он добивается вершины, и он знает, что это его, что ему это нравится. И вот вы, скорее всего, сначала занимаетесь тем делом, где постоянно чувствуете себя не в своей тарелке, а потом меняете на что-то, что по душе, и добиваетесь самой вершины. Причем это меняет вашу жизнь в корне. Ну, то есть, может быть глобальный переезд в связи со сменой деятельности. И вам это понравится. То есть, в чем-то у вас есть все равно, кроме там внутренней, да, дисциплины, духи авантюризма, вы человек, который, ну, то есть, идет за своими какими-то внутренними и духовными устремлениями. И, соответственно, конечно, ваша жизнь, скорее всего, разделится на до и после. Теперь смотрим вашу личную жизнь. А что же там? Мне прям интересно. Туз пентаклей. К чему это точно относится? К шестерке пентаклей. К чему точно не относится? К иерофанту. Смотрите, карты здесь, знаете, как показали? Вот равный союз. Они говорят о том, что да, вам сложно строить отношения с противоположным полом, но при этом в жизни у вас не случайная встреча. Вот как говорят, туз пентаклей, подарок судьбы. Вы можете встретить человека, который полюбит вас, а вы полюбите его. И вот прям, вот знаете, судьба, да, вот, ну, очень сильно люблю и все. И сложно мне, не сложно там строить отношения. У вас может даже не быть официального брака или брака, зарегистрированного по религии, но у вас может быть равный союз. То есть людей, которые, ну вот всю жизнь вместе. У вас может быть многолетний брак в итоге. И, соответственно, ваша судьба, она может уже вам встретилась, а может встретиться еще только, но вы никогда не расстанетесь после того, как вы встретите этого человека. Никогда. То есть это вот ваш жизненный шанс, ваша любовь. И уж кому-то одному достанется эта королева мечей, да, в сочетании с магом. Но в любом случае, вот, ну, бывает такое, что мы сами-то себе не нравимся, да, но находим кого-то, кто считает это нормальным, кто считает нас нормальными, хотя мы совершенно ненормальные, и кто мирится с нашими недостатками и считает их, допустим, достоинствами, понимаете? И карты-то здесь говорят, ну и пусть что с вами будет трудно, но этот человек будет вас любить. И поэтому здесь королева мечей, вот в этой третьей позиции, она счастливая. Или он счастливый королев мечей, да. То есть человек, который обретает все равно свою половинку, свою судьбу, своего человека для жизни. И с этим ничего не надо делать. Даже если у вас будут взлеты и падения в личной жизни, однажды вы встретите именно того человека, и с которым будете до конца. То есть вот я считаю это замечательно. Здесь счастливые отношения обязательно будут, если еще их нет. Хорошо, теперь смотрим самое важное событие вашей жизни. Что скажут карты? Просто для интереса, да? Шестерка жезлов. К чему это точно относится? К королеве пентаклей. К чему это точно не относится? К королю жезлов. Вы знаете, шестерка жезлов показывает кого-то, кто вел равную борьбу по пятерке жезлов, да, перед ней пятерка жезлов, там были силы равны, люди боролись, конкурировали, и в итоге именно один кто-то из них стал победителем, это вы. Ваше самое главное событие в жизни – это лавровый венок, победа, то есть вы побеждаете в какой-то равной борьбе, конкурентной борьбе. И, соответственно, это относится к королеве пентаклей. А кто такая королева пентаклей? Это человек, живущий в хорошем материальном достатке, зажиточно, но, кстати, полный именно семейной женской энергии. Если вы мужчина, вы все равно обретаете рядом с собой кого-то, ну, вот женщину, стабильную семью, детей, там, достаток, да, хороший дом. Если вы женщина, вы обретаете свою женскую энергию, которая сначала у вас была под вопросом. Вы становитесь за жизнь мягче. Вы побеждаете не только просто где-то, а еще и побеждаете себя.
Вы становитесь в итоге, по итогу жизни, немножечко другим человеком. Более теплым, что ли, более понимающим, более примиримым и добрым. Хотя раньше вы даже и не собирались ничего терпеть. Но именно вот значимое событие показало, насколько вы пропитаетесь все-таки и материнской, и женской энергией, и семейной энергией. И именно к чему это не относится, к мужской энергии, к самодурству, самоуправству. Это относится к хорошему достатку, хорошему дому, семье и женской энергии. Поэтому ваше главное событие жизни – это победа. Но не просто победа в жизни над чем-то, а еще и над собой. Я считаю, это замечательно. Ну, вот такая у нас была третья позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.